Танк Классик произошел первый вайп аккаунт. Как видите, у меня звание новобранец. В чате тут тоже многие новобранцы, у всех звонки маленькие. Но если взглянуть на некоторые битвы, многие уже успели прокачаться до более высоких звонок. В общем, сейчас начинается настоящая игра на выживание, поэтому нужно как можно быстрее качаться, чтобы минимизировать свои страдания, потому что у кого маленькие звонки, вы будете страдать. Вот такую краску ветеран еще выдали всем тем, кто приобрел серебряное и золотое спецпредложение по раннему доступу. Как видите, гараж тут полностью недоступен. Ну, это, естественно, да, первая звонка. Новобранец. По характеристикам всех пушек, корпусов, модулей вроде все то же самое. 200 контейнеров находится также в гараже у тех, кто золотое спецпредложение приобрел. Вот как выглядит пока что список битв. Пока есть время на момент записи этого видео, что многие новобранцы играют. Я думаю, давайте присоединимся вместе с новобранцами, поиграем. На полигон не будем заходить. Будем именно против новобранцев катать. По каким-то другим изменениям пока что ничего нового нет. Вот, смотрите, у нас тут уже есть прокачанный Джаггернаут, да, так сказать. Но в основном остальные-то все новобранцы у нас здесь играют. Но вот визуально, опять же, вот у всех теперь будут краски ветеран. Все, как видите, в этой краске катаются, в том числе я. По боевому ходу, вот кто видел новости, кто следит за страничкой с планами разработки, там обновились некоторые пункты, но почему-то они обновились задним числом. То есть, на самом деле, это все было уже давно разработано. И вот, как видите, там фон битвы справа в нижнем углу с кристалликами, да, это не убрали до сих пор. Хотя написано, что полностью интерфейс, да, и боевой ход завершен. То есть он полностью готов, но такой момент еще присутствует у нас. Вот, по игре, вот сейчас, да, придется в любом случае чуть пострадать. Даже несмотря на то, что сейчас есть звонки, тут новобранцы. Тут мы еще не так сильно страдаем, как многие будут страдать через день, например, да, через 2 уже. Там уже обратной дороги не будет, если у вас нет мульта или друга, с которым вы сможете прокачаться. Здесь, если вы 1 на 1, так сказать, с игрой, нужно качаться вот прямо сейчас, либо никогда. По поводу специальных предложений вообще по раннему доступу, да, пока что то самое ожидаемое предложение бронзовое, оно еще не дает права играть. Как видите, тут у всех прем-аккаунты начислены, а прем-аккаунты начисляются только тем, кто купил 2 и 3 спецпредложение. То есть на момент записи ролика, возможно, завтра, если вы смотрите на следующий день после выхода этого ролика, возможно, там уже это появилось, но об этом я вам, естественно, расскажу. Но сейчас на данный момент пока нет. Все предложения, которые доступны, это только серебряное и золотое, но я имею в виду, которые дают право играть, да, право доступа на этот закрытый тест. Пока все так же остается. Как приобрести, они продаются в магазине игры, в танках онлайн. Перед покупкой не забывайте, друзья, ставить обязательно тег создателя контента NICK10 в настройках вашего аккаунта. Также для тех, кто тег мой установил, идет 2 розыгрыша. Один на 15 тысяч рублей, второй на кучу промокодов. Все ссылки на эти розыгрыши есть в описании. Тем временем получаем вот первую звонку. Достаточно быстро мы ее проходим. За нас тут, видите, уже заходили с нарко игроки на Васпе. И меня тут, знаете, осенило. У тех, кто купил предложение золотое, у нас же есть контейнеры, и есть огромный смысл, мне кажется, открыть их сейчас, на этих маленьких звонках. Чем мы с вами в этом ролике-то и займемся, собственно. Потому что разработчики официально написали, что еще будут другие вайпы. Я вот на прошлом вайпе контейнеры не стал открывать, а зря мог бы открыть. И на этом вайпе опять контейнеры начислены, и в будущем тоже они будут начислены. Ну, я думаю, для интереса нужно будет на таких вот маленьких звонках, которые сейчас у меня присутствуют, да, попробовать открыть эти конты, посмотреть, что выпадет. Плюс это имеет большой смысл, чтобы нагибать тех, у кого нет этих контейнеров, особенно сейчас на ранней стадии вот этой прокачки. Как видите, тут ребята шарящие, да, зашли уже на наре. Уже на наре, несмотря на то, что маленькие звонки, но у них есть нара, а у остальных нары нет, и кристаллов нет на нее. Вот таким образом можно минимализировать свои страдания, действительно. Поэтому попробуем обязательно сейчас после этой битвы зайти, открыть конты. Я даже не знаю, все открывать, не все, но частично откроем, чтобы какая-то хоть нара накопилась, да, а там дальше будет видно, чтобы могли смело зайти уже, да, и на нарке кататься, нагибать народ без нары, даже если у них выше звонка, нара дает существенное преимущество. А тем временем у нас золотой ящик здесь выпадает, друзья. Вот он, наш золотой ящик полетел. Ну, я, наверное, не возьму, у меня хп нет. Я сейчас вынесу, да? Выносит. Кто? Гадкий я забирает. По поводу надписи, до сих пор ее не добавили. Игра у нас не пишет, кто взял золотой ящик. Так, у меня вот очередное звание. Уже до ефрейтора мы тут прокачались. Ну, как видите, в принципе, все, кто на новобранцах заходили, уже тоже звонки апнули. То есть нужно успевать, срочно нужно успевать новобранцам качаться, чтобы не было никаких страданий. У нас команда ведет, ну, благодаря вот, опять же, вот тем, кто на наре зашел, и благодаря им мы сейчас эту битву и выиграем.
Так, бой завершенный, по призу дали 139 кристаллов. Так, ну и давайте, во-первых, вот как сейчас список битв выглядит. Можете вот обратить внимание, какие званки у людей присутствуют. Новобранцев пока еще много, поэтому вот кто хочет там почувствовать, да, себя богом, поместить новичков, у кого есть эти контейнеры, нужно заходить прямо сейчас. Вот с вами сейчас как раз проверим, что из этих контов будет выпадать по поводу васпа. Ну давайте прокачиваем все, что можно прокачивать, естественно. Качаем все, что доступно. Васпик и Смока имеют пока такие же, да, у нас ранговые диапазоны по прокачке. М1 себе сделали. И теперь, вот обратите внимание, по припасам пока по нулям. Но у нас есть замечательный контейнер, я предлагаю открыть сразу 15, смотрим. Что же выпадет? Вот, нарко, полетела нарко. Просто... Я еще не знаю, насколько вообще система контейнеров адекватно работает, потому что, судя по плану разработки, контейнеры еще не настроены, да, до нужного вида. Так, кристаллики вот выпали. Поэтому вот я думаю, есть ли смысл их открывать на таком маленьком звании? Ведь там могут и скины выпасть. Или они могут... Ого, 2500 кристаллов, ну все, теперь мы можем врываться в эту игру. Так, это вот первый наш дроп. Повышенная защита мне еще не выпала. Давайте еще открываем. Давайте еще 15. Открываем. Опа, золотой ящик. Но мне в тот раз тоже, кстати, падал золотой ящик. Даже 2 выпало золотых ящика. Но их нельзя было сбросить. Не знаю, вот... Сейчас проверим, можно ли после нового вайпа их сбрасывать. Краска печатная плата. Красная, смотрите, выпала мне. Краска печатная плата. Я даже не знаю, что круче. Это краска или краска ветеран, которая у нас сейчас установлена? Так, где она? Покажите мне эту краску. Где эта краска? А ее, по-моему, нет у меня здесь вообще. Может быть, она мне еще недоступна, хотя у меня, в принципе, вообще не мирных красок нет. Не отображается почему-то. Так, ну давайте попробую перезайти в классику. Может, надо обновиться чуть-чуть. Так, перезашел я. И... Где моя эта красочка новая? Краски. Вот она, да, появилась. Нужно просто перезаходить. Ну, не знаю, друзья. Ветеран как-то по мне более интересно выглядит. Хотя это вот анимированная краска. Анимированные краски вообще у нас почему-то не отображаются здесь. Непонятно почему. Но я, пожалуй, на ветеране пока останусь. Мне она больше нравится. Так, и давайте приступаем еще к открытию в дальнейшем. Хотя вообще по нарке, смотрите. Ну прям приемлемо, можно заходить, нагибать. Да и по кристаллам у меня все имеется. Ну давайте я открою еще 15-ку. Просто посмотрим, что выпадет. Остальные там на следующих роликах или на стримах откроем. Может, чуть звонку как подкоплю. Да, в принципе, просто, видите, независимо от звонки и так падает, ну, по 125 повышенного урона. Нет такого, что чем меньше звонка, тем меньше выпадаемый дроп. Мне кажется, можно смело все открывать. Даже краски падают, голды падают. Вот только вот скинами рисковать, да, вот. Ну, я не понимаю, скины могут выпасть. Мне кажется, они могут и сейчас выпасть. А давайте все-таки на этот ролик откроем все сразу. Поэтому, друзья, ставьте лайк. Кто еще лайк не поставил, открываем полностью все 200. Надеюсь, я не ошибаюсь, что и не зря я так делаю, да, рискуя тем, что мне не выпадут XT скины, там, Legacy скины. Ну, это еще не последний вайп, поэтому давайте добьем уже это дело. Так, 2500 кристаллов. Это так, это самое крутое, да, что выпало. Так, дальше давайте, дальше идем. Очень много рекомплектов. Две 500 кристаллов. Так, 2500 кристаллов. Ну, пробуем, давайте дальше открывать. Давайте открываем дальше. Я так просто проверил, тут скины-то эти на месте, все на месте. Да. Пробуем. Жалко, нельзя просто открыть все, и нет кнопочки пропустить. Приходится ждать.
кристаллам, кстати, обратите внимание, уже накопилось 33 тысячи кристаллов. Что для классической экономики весьма много. Краска ролл выпадает очередная. Но это не красное свечение. Пока из красных свечений только одно было красное. И тоже это была краска. Конечно, хочется какого-нибудь миллиона кристаллов или скинчика. Но опять же, я так рискую, потому что я знаю, что будет еще один вайп. Поэтому нет смысла копить эти контейнеры, там их экономить. Потому что вдруг он завтра произойдет. Вот я, опять же повторюсь, я вот на прошлой итерации, вот эта, которая была, там уже начислили 200 контейнеров. И я там их не открыл. Думал, ну попозже открою, там, может, на стриме или на ролике каком-нибудь отдельном. А бац, вайп произошел у нас, и все. И я их не открывал, в принципе. Хотя у меня там звонка была чуть побольше. Но опять же, мне кажется, что не работает привязка по звонкам. Насколько я помню, конечно, могу ошибаться. Но это все вот для контента, друзья. Делаем, открываем. На эфрейторе, как видите, открытие того стоит. Пока что уже 52 тысячи кристаллов. В плане кристаллов вообще имба. Да, и для тех, кто еще не купил золотое спецпредложение, друзья, да, конечно, это лучшее предложение с доступом в классику. 200 контейнеров тут вам очень ощутимое преимущество даст перед всеми остальными игроками. Мы сейчас в битву-то еще зайдем на нарке-то. Поиграем, посмотрим, как там оно будет. Надо обязательно, если не будет битвы с нарой, обязательно надо будет ее создать. Так, опять куча кристаллов, 65 контейнеров еще остается даже. Давайте продолжаем это открытие. Много голдов, кстати, падает. Краска тропическая листва. Но она не красненькая была. Тут почему-то, насколько я помню, по логике разработчиков, самая крутая краска с анестезия. Так, 50. Еще 50 контейнеров. Не, ну нарки, я так понимаю, там не очень много насыпало. Сейчас, ну потому что на кристаллы, смотрите, 70 тысяч уже кристаллов. Может, мне так повезло, я не знаю, может у кого-то не так. Но кто, как я вот открывал контейнеры на таких маленьких звонках, краска Мегаполис, напишите тоже, сколько вам вообще выпало кристаллов, нарки. Вот у меня уже по 2000 нары, ух, пойдет сейчас добро у нас в битве. Надо только обязательно теперь битвы с нарой создавать. Так. По кристалликам. Ну, смотрите, заключительные, почти заключительные 20 контейнеров, открываем 15, потом 5. И смотрим. Короче, из красного мне только одна краска умудрилась выпасть. Скинов никаких не было. Но, опять же, возможно, из-за звонки. Но кто не рискует, тот не играет в танки классик. Голдов вот тоже стоит отметить. Неплохо так выпало. Но кристаллов и нарки... Это вообще, ну это самое вообще важное, что нужно для игры в классике, да, кристаллы и нарк. Тут мне очень сильно с ними повезло. Так, давайте финальные 5 контейнеров. Че, мне нельзя было 5 сразу открыть? У нас же их было 5. Ну, я думаю, тут ничего интересного уже не будет. Опа! Не будет ничего интересного. Краска Киберпанк выпадает. Тоже, смотрите, золотое свечение. И 125 повышенного урона. Так, итоги. 81 610 кристаллов. Почти
по 3000 там нарки каждого, да, каждого припаса. Ну, тут 2600 повышенного урона, повышенной защиты. 9 голдов и куча красок. Опять же, вот не отображаются у меня некоторые краски. Сейчас обновлюсь еще раз. Так, обновились и... Да, и вот они. Или нет, не вот они. Слушайте, красок все равно у меня некоторых почему-то нет. А, они вообще в конце, потому что вот они в конце. Киберпанк красочка. Кстати, достаточно такая красивая красочка. Тропическая листва. Мегаполис. И ролл. Не знаю, из всех этих мне, конечно, больше Киберпанк понравился. Но я покатаюсь на краске ветеран. Мне она нравится, на такой краске еще ни разу не катался. А мы, ветераны проекта, заслуживаем играть на такой краске. И предлагаю сейчас пойти в какую-нибудь битву. Либо вообще, в принципе, создать эту битву, потому что тут некоторые битвы без нары, как видите. Нам надо с нарой, чтобы была битва. Так. О, Темпл, например, да? Темпл с нарой у нас, я вижу. Давайте зайдем. Зачем только такая большая карта? Вот кто такую большую карту создал с нарой? Ой, тут, смотрите, уже более высокие звонки там на рельсах там уже. Но по нарке это вообще, посмотрите. Посмотрите. Сразу с наркой тут залетаем. И все, и можно понагибать тех, у кого нету такого огромного количества припасов. А вот, да, вот наш уже прокачанный игрочок на рельсе. Надо прицельчик сбить. Оп. Да. Ну, в общем, чтобы прокачиваться, чтобы вот так вот играть в кайф, нужно создавать битвы с нарой. Давайте попробуем сейчас более маленькую карту создать. Ну, давайте такую битву создадим, самую такую, знаете, привлекательную для новичков. Песочница, вот это не матчмейкинг, чтобы версия была, вот обычная песочница. Мне кажется, она отлично подойдет от новобранца. Ну и вообще максимальный диапазон сделан. ДМ-ка. Нарку оставляем. Время 15 минут. Давайте, новички. Сюда. Кач. Давайте так сделаем. Вообще, идеальнее вообще было бы командную бить. Ну, давайте песочницу сделаем в расчете на то, что игроки зайдут из-за ностальгии сюда. Давайте вот так сделаем. Должна адекватная битва. Ну да, вот. Вот она грамотно создалась. По поводу создания, если что, ранг-лимиты все еще не работают. Этот момент не поменялся. Еще у нас полигон есть, но полигон там я вижу без нары. Ну тут народ прям активно сидит, все, фармит быстрее звонки, и я их понимаю. Так, ну давайте зайдем, посмотрим, народ будет, не будет. Я тут без стрима, без ничего, нигде никакие анонсы не делал. Будет народ заходить, не будет. Вот, уже Денис заходит. Надо было, наверное, в чат еще ссылку сбросить эту. Ну, по поводу, кстати, номинала кристаллов и так далее. Один номинал и один опыт за подбор прибавляется. Ну да. Чистая правда. Вот он наш Денис катается, первая жертва наша, да? Ну, я думаю, он сейчас выйдет отсюда. Ну и таким образом вот можно создавать битвы с нарой, рассчитывать, что зайдут новички, и таким образом нагибать их просто-напросто. Ну, в общем, друзья, такое видео. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал. Кто хочет как можно быстрее прокачаться, чтобы не страдать в будущем, да, DM3. Сейчас самое время начинать, особенно если у вас есть контейнер. Не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу Ник10. В описании, напоминаю, есть все ссылки на участие в этом розыгрыше. Также для тех, кто играет в новые танки онлайн, у нас там проходит сейчас реферальное событие. И у меня появился свой секретный промокод, при активации которого вы можете получить супер миссии на легендарный ключ, кучу рубинов, контейнеров, опыта и всего остального. Вот промокод у вас на экране, также промокод будет по ссылке в описании, обязательно у себя его активируйте. Но смотрите, он не у всех срабатывает, если у вас он сработает, то вы избранный. Я всех благодарю за просмотр.